Это просто позорище. И где нет единой России, где нет Путина с его олигархами. Россия заняла 5-е место в мире по количеству миллиардеров. Миллер, Сечин, Виксельберг, Ковальчуки. Объединяет их одно. Это друзья нашего президента. И поверьте мне, настанет день, когда перед народом надо будет отвечать. И день этот не за горами. Слово для выступления представляется автору, депутату Ступину. Итак, настоящим проектом постановления предлагается внести в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона об отмене пенсионной реформы в Российской Федерации и снижении пенсионного возраста до тех значений, которые существовали до 2018 года. То есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В 2018 году Государственная Дума и Советом Федерации сразу после избрания Владимира Путина президентом в 4-й раз был повышен пенсионный возраст с 55 лет до 60 женщинам и с 60 до 65 лет мужчинам. Ранее Владимир Путин многократно говорил о том, что повышать пенсионный возраст не будет. Также он говорил, что если каждый глава государства будет под себя менять Конституцию, то этого государства скоро не останется. И вот, вопреки своим обещаниям, в 2018 году Путин подписал принятый Единой Россией закон о повышении пенсионного возраста, а в 2020 году полностью перекроил под себя Конституцию, позволив себе занимать должность президента до 2036 года. Решение о повышении пенсионного возраста больно ударило по самым незащищенным гражданам России. Люди воспринимали пенсию не столько как отдых, как европейские пенсионеры, сколько как возможность хоть немного улучшить качество своей жизни, работая и получая пенсию одновременно, поскольку всем известно, что реально средняя заработная плата за пределами Москвы не превышает 30 тысяч рублей, а часто составляет и вовсе 10-15 тысяч рублей в сельской местности. При этом, по данным российской газеты, на март 2020 года Россия заняла 5-е место в мире по количеству миллиардеров. Имена российских богачей известны всем. Это Усманов, Потанин, Прохоров, Ротенберги, Миллер, Сечин, Виксельберг, Ковальчуки. Объединяет их одно. Это друзья нашего президента. Им достаются самые лакомые предприятия и господряды. Они увеличивают свои состояния на государственных деньгах. Сегодня у нас есть реальный шанс хотя бы по частичному, по мизерному на самом деле восстановлению нарушенной за последние годы социальной справедливости в стране и обществе. Это потребует дофинансирования пенсионного фонда примерно на 1,6 триллиона рублей. Откуда взята цифра? Порядка 800 тысяч россиян, 800 тысяч, почти миллион россиян уже пострадали от пенсионной реформы. Они уже позднее выходят на пенсию. И вот чтобы им восстановить их нарушенные пенсионные права, требуется 1 триллион 600 миллиардов рублей. Соответственно, далее никакого дофинансирования не потребуется, поскольку пенсионные права остальных россиян пока еще не нарушены, их нарушение лишь планируется правительством, президентом и партией «Единая Россия», и мы предлагаем это пресечь. Я внимательно ознакомился с заключением, которое представили Пенсионный фонд и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Согласно этим возражениям, основным критерием, по которым предлагается не принимать данный федеральный закон, это тот факт, что в европейских странах и в странах бывшего Советского Союза возраст выхода на пенсию он выше, чем в России на данный момент. Я воспользовался сайтом Пенсионного фонда, официальным сайтом Пенсионного фонда России. Так вот, согласно этому сайту, во Франции срок выхода на пенсию сейчас составляет 62 года. То есть ниже, например, чем предлагается нам, 65 лет. При этом средняя пенсия там 76 тысяч рублей. 76 тысяч!
У нас, согласно данным этого же сайта Пенсионного фонда, 19 тысяч рублей. Это среднее, с учетом силовиков, чиновников, и которые получают намного больше. То есть реально эта пенсия, которую обычные жители получают, она 10-15 тысяч рублей. 10-15 тысяч замкадом, понимаете? И 76 тысяч во Франции. И нам предлагается равняться на них. Давайте поднимем тогда нашим старикам тоже пенсии. Швейцария, у них сейчас похожий возраст на пенсию будет 65, но у них пенсия 200 тысяч рублей. 200, понимаете? Нам предлагается на них равняться. Предлагается нам равняться также на страны бывшего Советского Союза. Ну, тоже на самом деле нашли равнение, но тем не менее. Латвия. 77 тысяч рублей пенсия. Официальный сайт нашего пенсионного фонда такие цифры дает. Литва. 86 тысяч рублей пенсия. У нас 19. Это позорище. И я это называю страны, где нет нефти, где нет газа, где нет алюминия, где нет леса, алмазов. Это просто позорище. И где нет Единой России, где нет Путина с его олигархами, где нет депутатов с зарплатами 400 тысяч рублей в месяц. Может быть, поэтому у них пенсионеры столько получают? Как вы считаете, Степан Владимирович? Сколько ваша зарплата? Зарплата сколько у вас? Вы сейчас будете возражать. Продолжайте Не нужно выступать, принимать пожалуйста. закон об отмене пенсионной реформы. Ваша зарплата сколько? Назовите зарплату свою. Пожалуйста, в рамках Чего вы своего молчите? выступления. Перейдем в режим вопросов. Тогда вы посчитаете нужным, отвечаем. Я сейчас не предоставляю слово никому. Соответственно, Продолжайте. У вас с еще учетом 3,5 особенно минуты. той тяжелейшей ситуации, которая сейчас у нас оказалась в стране, экономический кризис, и с учетом снижения реальных доходов людей последние 6 лет, и ничего лучше не предвидится, с учетом обнуления Путина, мы понимаем, что мы вообще в бездну впадаем, то я считаю, что сейчас найти вот эти 1,6 триллиона мы вполне можем из Фонда национального благосостояния. Путин говорил на своем послании 15 января, что фонд составляет 8 триллионов рублей. 8. Предлагается лишь 1,6 изъять для самых малообеспеченных жителей нашей страны. Нашей страны полной полезных ископаемых, которые получают нищенскую пенсию сейчас, и которым еще подняли возраст, чтобы даже до этой нищенской пенсии они дожить не смогли. Прошу поддержать проект постановления. Я действительно считаю, что повышение пенсионного возраста со стороны нашей государственной власти в лице партии «Единая Россия», президента Путина и правительства Медведева в то время, это было издевательство над гражданами России. Вы очень точно подобрали слово «издевательство». И это издевательство сейчас продолжается. Мы предлагаем это издевательство прекратить. И вы говорите, что мы промолчали, вот здесь я не соглашусь. Мы выходили многократно на митинги, в том числе на проспект Сахарова, выходило до 50 тысяч человек. Я сам в этих митингах участвовал. Люди выражали свое крайнее возмущение тем социальным расслоением, которое сейчас в обществе есть. Когда виллы и яхты принадлежат одним, в том числе чиновникам, например, Медведеву, а другие живут на 19 тысяч рублей в месяц. И им, чтобы дожить, еще и поднимают возраст вот этот. Вот это, конечно, издевательство. Поэтому мы предлагаем это прекратить и отменить повышение пенсионного возраста. Ну, коллеги, у нас действительно самая богатая страна в мире. У нас есть абсолютно все. Нефть, газ, золото, алмазы, лес, любые природные ресурсы, которых нет ни в одной стране мира. И у нас такие маленькие пенсии. И у нас рассматриваются законопроекты по увеличению пенсионного возраста, чтобы даже эти маленькие пенсии люди как можно дольше не получали. Мы с вами знаем случаи, когда богатейшие чиновники пенсионного фонда не доживают до пенсионного возраста. И в социальных сетях идет ликование, потому что справедливый гнев народа обрушивается
на вот эти вот истории, в эти комментарии. Даже богатые люди, которые могут и отдыхать, и жить прекрасно, не доживают до того пенсионного возраста, который подняла «Единая Россия». Была совершена ошибка. Это ошибочный законопроект о поднятии пенсионного возраста. Эта ошибка обрушила рейтинг партии власти. Эта ошибка обрушила рейтинг президента. Ее нужно исправить срочно. Вся страна благодарна будет. Какие у нас дворцы прекрасные у пенсионного фонда. Значит, на шикарные дворцы, на автомобили премиум-класса для них деньги есть, а денег народу нет. А может быть, контрольно-счетной палате поразбираться, в пенсионном фонде поработать, прокуратуре, следственным органам. Глядишь, и денег-то найдется. Еще и в других структурах тоже можно пошерстить. Можно 30 секунд? Добавляем 30 секунд депутату Ингалычевой. То есть денежные средства есть. Их можно найти соответствующим правоохранительным органам. И люди будут благодарны вам, партии власти, которая поняла, осознала. Ведь посмотрите рейтинги, опросы. Люди сразу, абсолютно все, там более 80% не одобряли и изначально, и после не одобряют эту реформу. Так давайте исправим эту ошибку. Скажем, извините, и люди скажут нам с вами всем спасибо.